Занятие седьмое, обесценивание. Значит, по теории, собственно, что есть мы сказать. Да, понятно, если бы люди были бы правы, они бы летали на крыльях, и сердце бы пело от счастья. В большинстве случаев каждый считает, что он прав, а по факту, если посмотреть на себя в зеркало, что-то света далеко не у всех достаточно, да, и внешних результатов тоже далеко не у всех достаточно. Да, поэтому по отношению к прошлому, по большому счету, о чем будем говорить, это уважение, да, уважение к себе, к тому пути, который человек прошел. Первый принципиальный момент, который нужно включить, да, ну, человек бездуховный, он ставит все в зависимость от обстоятельств. Да, кто-то, где-то и почему-то, да, вот вовне причина его бед, страданий, счастья или несчастья. Да. Поэтому по отношению к уважению и неуважению нужно пересмотреть зависимости от чего бы то либо, неважно от чего, что там человек цепляет. Но первое, что нужно понять, это нравственный выбор самого человека. Или ты культивируешь уважение к себе, и значит ты настроен, чтобы весь позитив рос и внутри, и в судьбе, а все зло уходило. Это выбор. Или ты, чтобы весь свет рос, или ты принимаешь принципы неуважения. Да? Неуважение – это значит все светлое разрушать, а всех собак на себя, извините, вешать, чтобы они подтверждали, ну да, все ж плохо, вот собаки лают и за ноги кусают. Да, первое, что нужно понять, уважение к себе или неуважение – это выбор, это цель с соответствующими последствиями. Да? Что ты культивируешь? Если человек выбирает уважение к себе, значит, все позитивное ему необходимо. Из этого следует, что его цель – все хорошее, что есть в душе, в судьбе, найти. Да? Он запускает поиск. Его задача – все хорошее видеть, все хорошее ценить, все хорошее защищать, за все хорошее благодарить, все хорошее усиливать, на все хорошее опираться, все, что мешает, убирать. Если ты уважаешь себя, ты не будешь выглядеть небрежно, ты не можешь позволить себе работать плохо, говорить по-хамски. Что он культивирует? Или уважение к себе, или неуважение к себе. Человек, опустившийся, махнувший на себя рукой. Ему все равно, как он выглядит, в каком состоянии он живет, какие слова он говорит. Да? Если человек выбирает уважение, значит, все хорошее видеть, ценить, да, искать целенаправленно, все, что мешает, убирать. Это как бы внутри. Вовне. Все, что мешает уважать себя, убирать. Люди, которые не способны вести себя там уважительно, ведут себя по-хамски, да, ну, презирают или еще что-то, оскорбляют. Это задача, как от этого освобождаться. Да, человек, у которого уважения нет, он это принимает, так и должно быть. Мало того, что это так и должно быть, ему это нужно для подтверждения своей правоты. Хотя вслух он будет говорить что угодно, но ему это нужно для подтверждения того, что его убеждения правильные. Да, поэтому если человек себя уважает, он решает задачу, как вот все неуважение к себе убирать. Да, в том числе, как правильно реагировать. Предположим, если человек себя уважает, он должен принимать критику или не должен? Если уважаешь, ты признаешь факты, ты признаешь справедливость, ты ведешь себя в различных ролях корректно. Если руководитель, его задача исправлять ошибки, да? Ваша задача не допускать. Но вы принимаете критику, это ваша роль. Да? Человек, который себя не уважает, он изображает из себя пыхтящий чайник, который подпрыгивает на конфорке, ну и что-нибудь в этом духе. Он не умеет себя вести. У него нет достоинства, у него есть пыхтение. Пыхтение – это недостоинство. Это отсутствие должного воспитания и власти над собой. Ну и элементарного разума, к чему ты идешь. Какую задачу ты решаешь, когда ты включаешь негативные эмоции. Поэтому если есть уважение, то это перестройка взаимоотношений и обстоятельств на то, чтобы они вместо разрушения вели к усилению, взаимоусилению.
Да, мы выстраиваем взаимоотношения на взаимоусиление, а не на конфликт. Да, обстоятельства на усиление, чтобы это приносило пользу. Если уважения к себе нет, сойдет и так. Да? Поэтому уважение к себе – это выбор. Я иду на позитив, я его ищу, я на него опираюсь, защищаю, приумножаю, все, что мешает, убираю и перестраиваю свою жизнь. Да? Общаться с теми, в конечном итоге, кто корректен, кто уважает, ну, с кем комфортно. Да? Это нужно заслужить. Для этого нужно решить задач множество. Но человек, у которого достоинство есть, он эти задачи решает. Человек, у которого достоинства нет, у него реакция на обстоятельства одна и та же. Подергался и успокоился. Ну, или не успокоился, плачет дальше, погружается дальше. Неуважение – это противоположный выбор. Да, противоположный. Что было плохо. Что было плохо человеку, что было плохо окружающим. Если человек себя не уважает, не за что. Ну, не за что уважать, незачем уважать. Его задача – топтать все позитивное, потому что за позитивное себя нужно уважать. Топтать позитивное, раскапывать и поднимать на знамя весь негатив. Вот, я ж должен помнить, за что я себя не уважаю. Вы же должны видеть, за что меня нужно не уважать. Да? Ну и, соответственно, поддерживать негатив, да, почему? Я это заслужил. Я ж плохой? Я его заслужил. Поддерживать взаимоотношения конфликтные. Я ж плохой? И вот оно и должно быть такое все напряженное и негативное. Это не будет на осознанном уровне. Я желаю себе зла, чтобы было хуже, хуже, хуже. Да, это следствие тех убеждений, которые формирует человек. Стоит ли себя уважать? Стоит ли культивировать ощущение внутреннего достоинства? Или не стоит этого делать? Если человек не делает осознанный выбор, да, что да, я культивирую внутреннее достоинство, я хочу себя уважать за то, каковы мои убеждения, каковы мои поступки, каковы мои слова, как я использую время, чему я посвящаю свою жизнь, что я делаю в этом мире. Да? Моя совесть, она чиста перед, да, Богом, перед людьми или нет? Если человек ставит цель себя уважать, он решает эти задачи.